В последнее время стратегии с непрямым управлением выходят крайне редко. Пережив свой расцвет, в котором вспоминается в первую очередь серия игр Majesty, этот жанр игр практически вымер. На смену пришли либо сложные строительные симуляторы, в которых вы строите уникальную рабочую городскую систему, или же штампуете боевые единицы и ведите их в бой. Особенностью стратегий с непрямым управлением было то, что вы не можете напрямую юниту указывать, куда идти или что делать. Игрок лишь создает условия для своих юнитов. Он строит для них дома, харчевни, где герои могли бы собраться, потравить байки о своих приключениях за кружкой пива. И, конечно же, необходимо обеспечивать своих подопечных лучшим снаряжением, открывать для них лучшие мечи, закупать лучшие доспехи, магам выдавать лучшие волшебные палочки, а то ведь погибнут, если пойдут драться с монстрами с одной дубиной и потом успевать только холмики насыпать. В этих играх чаще всего доступны были 3 класса – лучник, воин и маг. Привлекать к заданиям ваших героев можно было разными способами. В одних играх вы просто ставили соответствующий символ, и всей толпой они спешили расправиться с неписью. В других играх вы объявляли вознаграждение за супостата. И уж тут герои сами решали, достойная эта награда или нет. Влияло еще то, насколько богато то или иное создание. Победить дракона, набившего свое гнездо золотом, будет много желающих, чтобы потом его сокровища между собой поделить. А вот побороться с опасным и нищим волколаком желающих будет мало. Герой тратит деньги по своему усмотрению. Кто-то пропьет все деньги в таверне, кто-то закупится зельями, а кто-то закупит новое оружие и броню для себя. На это игрок никак повлиять-то не может. И вот студия Feuille решилась на эпичное воскрешение жанра. И только стряхнуть пыль со старых механик, но и углубить их с грандиозным размахом. Команда состоит всего из 9 человек, почитать о них можно на сайте игры, ссылка будет в описании. Серьезно, вам стоит туда заглянуть. Это один из самых прекрасно оформленных игровых сайтов, что я видел. Всем привет! Вы на канале Salsa Gamer. Канал об анонсах игр, игровых гайдах и немного музыки и танцев. Сегодня немного длинное вступление получилось. Простите меня. Поехали! Age of Cataria — это многопользовательский симулятор поселения и стратегия. Предыстория игры такова, что некогда существовал остров Катария, и на нем процветала богатая и развитая цивилизация. Внезапно, на несколько десятков лет, остров исчез, а затем снова появился, но уже необитаемый. Игроку предстоит возглавить экспедицию на остров. Вам будет нужно выбрать между расой людей или эльфов до того, как отчалить от родных берегов. Также по выбору игрока игра будет либо однопользовательская, либо многопользовательская. Многопользовательский компонент будет включать в себя только режим обмена редкими предметами и материалами. Особенностью игры будет то, что каждый житель будет иметь свои предпочтения и свои черты характера, на которые игрок косвенно может повлиять. Это уже не первое подобное обещание от разработчиков игр в этом году. Ну, это я уже видел. Примерно такую же систему предлагает игра Norland. О ней вы можете узнать побольше из видео на канале. В отличие от Norland, в Age of Cataria вы можете брать персонажа под контроль и при этом выбирать ему пару и пройти цепочку квестов, чтобы добиться избранника. Если все сложится, в поселении образуется новая пара. Игроку надо учитывать не только приятную внешность при сводничестве, но и черты характеров будущего мужа и жены. Ведь вам предстоит управлять и следить за несколькими поколениями жителей.
На ваших глазах родятся дети, повзрослеют, состарятся и умрут, а затем их души вознесутся на магическое дерево. Поэтому в ваших интересах соединять те семьи, качества и характер которых вы хотели бы видеть в своих будущих горожанах. Основная задача игрока — развивать поселение, создавая новые рабочие места. Также он будет назначать персонажей на рабочие места. Если работа будет юниту нравиться и подходит ему по характеру, то он будет с удовольствием работать и становиться все опытнее. В итоге для игрока будут открываться новые мини-квесты и мини-игры, пройдя которые ваш рабочий станет более квалифицированным. Он будет работать лучше и быстрее, и производить лучшие вещи. Если же с выбором вы не угадали, или ваш поселенец тупо лентяй, то он будет шарахаться по округе, тивискать местных дам и напиваться в таверне. Проку от него никакого не будет. Прокачка мастерства необходима еще и для поиска редких материалов и работе с ними. Поиск редких материалов происходит методом прохождения цепочки небольших квестов. Как я понимаю, эта цепочка не откроется, если ваш работник не может отличить простую сосну от драгоценного дуба и не понимает, в чем разница. Помимо обычных профессий в игре будут те, которые возможны только в фэнтези-мире. Хотели бы пасти единорогов и попивать их молоко? Пожалуйста, в игре это можно будет осуществить. Вам не только предстоит выбирать пару поселенцам и прокачивать их навыки. Здания необходимо строить с учетом предпочтения жильцов и работников. В чем именно это будет выражаться, разработчики не сказали, но можно смело предположить, что у дома можно будет менять фасад, растить около них сады, а в производственных зданиях размещать оборудование и улучшения, чтобы повысить скорость производства и качество предметов. Дела ваших горожан не будут заканчиваться походами на работу и домой. Они вполне могут ходить в гости, отправиться на прогулку по окрестностям, изучать старые развалины, оставшиеся на острове, или отдыхать. То есть всем тем, чем занимаются обычные люди. Наконец, главное, в игре будет рассказчик. Неясно пока, будет ли он такой же, как в RimWorld, но благодаря нему каждая ваша игра станет уникальной. Он сначала предложит разместить вам поселение в том или ином климатическом поясе, а потом будет рассказывать историю от вашего выбора, и темпа его повествования зависит, как будет развиваться поселение и как пойдет игра. Игра готовится к выходу в июне 2023 года. Заявлен пока только английский язык. И это те скудные крохи информации, что нашлись об игре. Всем спасибо за внимание. Вы все красавцы. Помните об этом. И помните еще кое-что. Один добрый поступок вдохновляет на новые. Пока-пока и не бомби по пустякам.